Привет. Хайдушский колпак. Если очень вольно перевести это выражение, оно будет означать буквально партизанская шапка. С вами Вальдемар Нефудблогер, и сейчас мы будем печь один старый традиционный болгарский пирог. Основа любого пирога — это в первую очередь тесто, поэтому замешиваем обычное дрожжевое тесто. Итак, граммов, сколько тут у меня, 400 воды, столовая ложка сахара, хорошенько размешиваем, после чего добавляем сюда дрожжи, чтобы сделать опару. Дрожжей здесь примерно 20, я по привычке пользуюсь прессованными, фактически живыми дрожжами. Если вы будете использовать дрожжи из пакетика, то где-то понадобится чайная ложка, я думаю, граммов 5, максимум 7, этого будет более чем достаточно. Хорошенько размешиваем дрожжи и добавляем сюда немножко столовую ложку муки, для того, чтобы нашу опару слегка подкормить. Опару ставим в теплое место или куда-нибудь, допустим, на батарею, буквально на 5-7 минут, максимум 10, если вода у вас холодная, для того, чтобы опара поднялась. Как только появляется сверху шапка, опара готова. Опара поднялась шапкой, пора замешивать тесто. Здесь у меня полкило муки. Если будет маловато, всегда можно досыпать еще немножко. Теперь сюда в серединку чайную ложку соли. Разбиваем одно яйцо. Добавляем опару и замешиваем хорошее мягкое тесто. Прямо вижу, что муки маловато. Я думаю, что граммов 100, может быть, даже 150 нужно будет сюда добавить. Так почему, собственно, хайдушский колпак — это партизанская шапка? В болгарском языке есть такое слово «хайдути». В русском языке есть аналогичное ему слово, достаточно сильно устаревшее и мало кем вспоминаемое — гайдуки. Так вот, хайдути так называли в старые времена болгарских ополченцев, партизан, которые дрались с турками в те времена, когда Болгария была под турецким игом. И вот этот пирог, он представляет собой фактически самодостаточное блюдо, которое гайдуки пекли где-то на базе и брали с собой в поход, потому что оно идеально питательно, и к нему фактически оставалось добавить только питьевую воду, вино, ну или что там еще у них было. Масло. Тесто мягкое, хорошо тянется, не липнет к рукам. Кстати, а вы знаете, что в старой болгарской кулинарной традиции в большинстве блюд, которые пеклись, вот как хлеб, пироги, использовалось на самом деле не подсолнечное масло, а использовался кулинарный, как мы его называем, то есть топленый внутренной свиной жир. И во многих рецептах, особенно старых, как раз жир кладется либо полностью вместо подсолнечного масла, либо смешивается пополам свиной жир с маслом. Что это давало? Очень простой эффект. Во-первых, многократно увеличивалась питательная ценность блюда. Во-вторых, тесто уже готово, пора его ставить подниматься. Во-вторых, хлеб, испеченный на кулинарном свином жире, гораздо дольше стоит мягкий и не черствеет. Вот такая вот маленькая фишка. Итак, вот наше тесто. Кладем его в любую подходящую емкость и отправляем в теплое место на расстойку, накрыв полотенцем или какой-нибудь тканью. Пока тесто поднимается, у нас есть время сделать начинку. Убираем доску. Что у нас идет в начинке в пирог? Это рубленое мясо или вот мясной фарш. В данной ситуации это свинина с говядиной.
лук, естественно, красный болгарский перец, куда же без него. Добавить сюда шампиньоны, поскольку для болгарской кухни это наиболее такие вот традиционные грибы. Естественно, зелень и яйца. Но фишка в том, что всю начинку мы подготовим предварительно и доведем ее до полуготовности. Сначала нарезаем и обжариваем на масле лук. Чистим перец, нарезаем не слишком крупно. В конце концов, это пирог, а не котлеты, поэтому ингредиенты по возможности должны чувствоваться. Сразу отправляем перец туда же к луку обжариваться. Пока лук и перец обжариваются, нарезаем грибы. Произвольно, как вам удобно, я их вот так вот просто нарубаю, и получается все достаточно хорошо. Перец и лук карамелизуются, поэтому пора отправлять грибы. Лук, перец и грибы нужно обжаривать где-то минут 5-6, чтобы грибы начали пускать соль. В этот момент можно уже даже подсолить. Теперь добавляем в сковородку фарш. Разрубаем его на кусочки, накладываем понемножку и хорошо перемешиваем, чтобы он не запекался у нас отдельными котлетами, а вот прямо вот стал рассыпчатым. И доводим все это до полуготовности. Попутно можно досолить немножко и обязательно поперчить и добавить специи. Фарш свернулся, выпустил воду. Не надо ждать, чтобы она прям вот вытушивалась. По сути, нам начинку нужно довести только до полуготовности, поскольку это все-таки мясо. Теперь начинку мы выкладываем из сковороды в какую-нибудь подходящую емкость, в которой будет удобно потом ее перемешивать. О, сколько сока. Теперь режем петрушку. Вместо петрушки можно, по сути, взять любую абсолютно зелень на ваш вкус. Это может быть зеленый лук, это может быть укроп, но без петрушки болгарская кухня фактически немыслима. Это как грузинская без кинзы. Если вы когда-нибудь ели настоящие хинкали, то единственной на самом деле специей, кроме, собственно, черного перца, там является именно кинза. С петрушкой в болгарской кухне все то же самое. Петрушку рубим меленько, чтобы ее можно было хорошо перемешать с нашей начинкой. Петрушку, как вы заметили, я не обжариваю и никак не обрабатываю. Почему? Потому что она прекрасно запечется потом уже внутри начинки в составе пирога. Отправляем петрушку по назначению. И хорошенько все это перемешиваем. Теперь специи, ну или пряности, если угодно. Что у нас сюда пойдет? Обязательно паприка. Паприка — это молотый красный сладкий перец. Смело отправляем сюда примерно столовую ложку. Что еще? У меня тут завалялось немножко тимьяна. Ну, без тимьяна я никак. Боже, какие ароматы начинаются. Хорошенько снова перемешиваем. Последнее, что я добавляю сюда в эту начинку, я добавлю сюда еще пару яиц. Сейчас гляну. Сначала добавлю одно,
и оценим, чтобы начинка не была слишком жидкой. Хотя, по большому счету, можно сразу и второе бить, потому что яичный белок, он же свернется, он же не будет водой, собственно, он воду не пускает. Хорошенько вымешиваем нашу начинку. И идем смотреть, не поднялось ли там наше тесто. Тесто поднялось, увеличилось раза в 3, но пока готовим форму. Форма у меня разъемная, старенькая. Ну а со старенькими формами есть только одна беда. Они могут слегка пригорать. Поэтому на дно бумагу для выпечки. Форму сверху застегиваем. И если есть сомнения насчет качества бумаги, обмазываем ее подсолнечным маслом и заодно и стенки. Лишним всяко не будет. Чудно. Тесто достаем. Сейчас задача его обмесить и раскатать. Ох, какое пышное. Дышит прям. Поэтому обмешиваем его для того, чтобы выпустить лишний воздух. И его было легче обрабатывать, в частности, раскатать скалкой. Чуть-чуть липнет, это нормально. Возьмем капельку муки на подпыл. Тесто можно раскатать скалкой, а можно просто вот так вот растянуть его руками. Задача получить блин по размеру раза в 1,5 превышающий нашу с вами форму. Теперь тесто выкладываем поверх формы. Задача теста выложить поверх формы так, чтобы оно равномерно понемногу свисало со всех сторон. И сюда, в середину, мы выкладываем с вами начинку. Друзья, сейчас перед вами фактически один из самых классических образцов средневекового пирога, который именно готовился как самостоятельное полноценное блюдо. Я встречал достаточно много рецептов именно вот из средних веков, или которые прямо называли средневековыми пирогами. У них у всех есть одна общая особенность: тесто, начинка и отверстие внутри, через которое во время готовки либо доливался бульон, если мясо было сухим, либо выходил пар, соответственно, если начинка была мокрой. Теперь мы оставляем наш пирог прямо в таком виде еще буквально на 15-20 минут в теплом месте, чтобы он еще разок хорошенько поднялся, после чего забрасываем его в духовку и выпекаем примерно с полчаса. А для чего кусок сыра, спросите вы меня? На самом деле все просто. Хайдушкий колпак за 10 минут до готовности извлекается из духовки. Вот эта часть, которая в центре мяса посыпается тертым сыром, закладывается обратно в духовку еще минут на 10, чтобы сыр как следует запекся и образовал сверху красивую корочку. Вот, собственно, и все. Поэтому ждем, пока поднимается пирог, и готовимся его печь. Наш пирог в духовке умудрился подняться так, что вот вместо вот такой дырени получилось маленькое отверстие. Итак, сделаем вот так вот. Сверху даже буквально выложим фактически сыр. Он даст нам красивую, аппетитную, румяную корочку. И запечатает нашу начинку вместе с бульоном внутри. А вот и он. Хайдушкий колпак. Ну или так по-русски, партизанская шапка. Аккуратненько сейчас его
О, как хорошо вышел. Снимаем. Красота. Ну что, друзья, остается только разрезать и попробовать. Пробуем, друзья. Начинка мягкая, нежная, вкусная, очень сочная, вообще очень сытное блюдо. Поэтому, если вы решите ехать куда-нибудь в дорогу, в командировку, в путешествие, дай вам Бог, на край света, возьмите с собой хороший пирог, возьмите и испеките хайдушки, колпак, партизанскую шапку. Готовьте, подписывайтесь на наш канал и обязательно в комментариях напишите, готовили вы что-нибудь из того, что делаем мы. И было ли вам вкусно. Пока.